Патриотично ли жениться на азиатке? На одном из посвященных Азии и всему азиатскому блогу был поднят вопрос, патриотично ли русскому парню жениться на азиатке. Подписан на блог одного москвича. Он женился на тайке и рассказывает о своей жизни. Там в обсуждениях одна наша дама изволила выразить возмущение. «Да как ты мог? Да какой ты после той русский, что женился на тайке?» Ну типа предал родину и выбирай отечественное. Напомнила, сегодня ты слушаешь джаз, а завтра родину продашь. Правда помню, что страну продавали совсем не любители джаза. Общественное мнение и отношения с азиатками. Вообще мне странно, что кто-то на подобные выкрики может реагировать иначе, кроме как с иронией. Ни один вменяемый состоявшийся мужчина при выборе женщины не будет спрашивать совета у какого-то там общественного мнения. Только так, хочу, решил, сделал. Чужой выбор, особенно в подобных делах, критикуют только перегруженные комплексами люди. Мужчины по причине осознания собственной слабости и никчемности. Женщины, потому что видят очередного мужчину, построившего свое счастье без них. А мне вопрос показался любопытным, и я решил примерить его на себя. Как там, с точки зрения псевдопатриотизма, правильно выбирать только свое, родное? Ну типа кем родился, тех выбирай. Ну кто есть роди, смотри на подобных. Русский на русских, украинец на украинок, белорус на белорусок, татарин на татарок. Вот только как быть мне? У меня каких родственников только нет. Я сам что ни на есть русский. Родился в времена СССР, когда моя огромная страна была союзом народов. Когда в жителях соседних республик еще не видели врагов. Один брат моего отца после учебы в Минске там и остался, женился на белоруске. Другой брат по распределению уехал в Алмату и женился на казашке. Еще один дядя, правда не родной, так вообще обрусевший китаец. Сестра матери давным-давно уехала на ПМЖ в Китай, замужем за вполне настоящим китайцем. И это я еще генеалогическое древо дальше дяди и тети не трясу. Не теряем ход мысли, у меня в родне казахи, белорусы, китайцы. Вспоминаю свои романтические отношения. Чисто русских девушек было, я даже не помню, а были ли они. Зато были отношения с наполовину полячкой и наполовину украинкой. Да и вообще, украинки. Как вообще умудрился на одной из них не жениться? Была татарка и даже кореянка. Ах, я еще несколько знакомых армянок помню. У нас в школе на выпускном был минимум десяток национальностей. А ведь я живу в Твери. И не думаю, что уж я такой уникальный. Патриотизм и национальность. Аккуратно напомню, 77% территории современной России относятся, угадайте, к Азии. А вообще национальностей в России больше 190. И так называемых чистокровных представителей какой-то национальности, но очень мало. Любой из нас при некотором внимании к своим предкам кого только не встретит. Можно сильно удивиться, если поинтересоваться национальностью друзей и знакомых. И кто-то будет учить, что вот эта национальность хорошая, а вот эта плохая. Конечно, при желании можно двинуть сову на любой глобус. Но только при некотором внимании, в качестве источников проблем, мы всегда увидим национальность, а комплекс исторических и социально-экономических причин. Может тогда патриотизм как-то связан с паспортом и гражданством? Ну так достаточно сограждан, которые повели себя не самым лучшим образом. Хороший человек или плохой – это его поступки и мысли, а не национальность. Псевдопатриотам скажу, патриотизм выражается не в выборе женщины по национальному признаку и не в криках «бей всех, кто не наш». Патриотизм в том, что человек сделал для своей страны, а выбор женщины – личное дело каждого. Make love, not war. С вами был Серпень. Благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами и до новых встреч.